Привет, ребята! В этом видео я хочу разобрать, как меняется насыщенность пигмента с помощью разбавителя. Для эксперимента я взяла разбавитель. Это наш фирменный разбавитель. Возьмем пигмент жареный каштан и сделаем смесь в разных пропорциях. Я взяла 3 колпачка. Мы сейчас туда поместим пигмент, добавим разное количество капель разбавителя и посмотрим на латексе, меняется или не меняется яркость, насыщенность пигмента. 6 капель везде пигмента. Разбавитель. Проверяем сначала, он открыт или нет. Он, конечно же, закрыт. Давайте здесь оставим без разбавителя первый колпачок. Во второй колпачок добавим 2 капли. И в третий добавим 4 капли. Ну, прям максимально много, да? Практически 50% у нас получилось. Перемешиваем. Запомнили, да? В среднем колпачке 2 капли. В последнем, в третьем колпачке 4 капли. На 6 капель краски. Многие мастера думают, что разбавитель делает пигмент более жидким. Это немножко неправильно с точки зрения химии, потому что разбавитель предназначен в первую очередь для снижения концентрации красящего вещества. Что это значит? Это значит, что если вы работаете в волосковой технике, ваши штрихи будут более нежными, а пигмента в волоске будет не так много, как было бы в неразбавленном состоянии. Сейчас мы прямо на примере это все посмотрим. Сначала возьмем краску без разбавителя. Нарисовали хороший такой плотный волосок и рядом положим растушевку для чистоты эксперимента, чтобы в двух техниках у нас все было. Вот так, не очень плотно. Беру излишки краски, так, чтобы он остался чистый. Берем следующий колпачок. Заметьте, ничего не стекает. Все думают, что если добавить разбавитель, то краска начнет выливаться из колпачка. Это не так. Даже сейчас я вижу, что этот волосок уже светлее. Добавим немножко плотности в середине и добавим растушевку. Еще раз хочу обратить внимание, что никаких капель и брызг не остается. То есть пигмент не стал более жидким в своей просто основе именно. Еще немножко. Я думаю, уже сейчас очевидна разница даже в нестертом состоянии. Но мы потом еще все сотрем, естественно. И третий вариант, где практически 50% разбавителя. Максимально светлый пигмент. Если хотите бесцветным пигментом поработать, то этот вариант для вас. Либо те мастера, которые очень боятся заглубиться, тоже этот вариант поможет. Чем больше мы добавляем разбавителя, тем ниже концентрация красящего вещества. То есть пигмент становится менее интенсивный по цвету. Но ничего, опять же, не капает. То есть никаких брызг не остается на латексе. Обратите внимание, что все очень даже прилично и ничего не вытекает. Теперь нам нужно это все стереть. Я думаю, что даже сейчас уже видна градация по цвету. То есть мы просто с помощью разбавителя изменили температуру цвета и насыщенность цвета. То есть он стал теплее и светлее. Вот сейчас уже в нестертом состоянии. Сейчас мы возьмем наш волшебный вазелин. Вот такая разница по насыщенности. В волосках это прям очень очевидно. Чем плотнее мы укладываем пигмент, тем больше вероятность того, что в коже он будет выглядеть холодным оттенком после заживления. И вот как раз-таки с помощью разбавителя вы можете эту вероятность свести практически к нулю. Почему? Потому что с помощью разбавителя мы изменили оттенок пигмента на более светлый и более теплый. Конечно, если вам нужны очень темные волоски, то разбавителя нужно чуть меньше добавлять. Но если вы хотите сделать
волоски воздушные, пушистые, красивые, то чем больше разбавителя, тем лучше. Ну, конечно, не 50%, это немножко перебор. Вот. А в растушевке, в принципе, это тоже работает менее заметно, но я думаю, что сейчас мы в макро посмотрим на пиксели, и они будут отличаться по размеру, по насыщенности. Так что разбавитель не делает краску более жидкой, он просто ее делает менее насыщенной и чуть теплее по оттенку. Надеюсь, это видео было полезным. До встречи!